Всем приветик! Сегодня 5 декабря, и мы с Севой будем ставить сейчас елку. Мы уже сходили в кладовку. Вот на заднем плане там уже стоит елка, ждет, пока ее поставят. Кстати, на этой неделе мы в будние дни потихоньку уже украшали квартиру, спальню, входную группу. Там уже у нас висят красивые бантики. И вот сегодня пятница, мы решили на сладкое ставить елку. Мы елку украсили бантиками, и на входе... Здрасте. И на входе... Там твое лицо попало. Короче, говорила о том, что елку мы украсили бантиками, и на двойной двери, на входной двери... Так. Дура, соберись. Давай, ты можешь. Короче... Ну да. Мы сегодня украсили дверь бантиком, входную дверь бантиком и елку бантиком. У нас все в бантиках, потому что у нас Новый год бантиков. Уже, впрочем, 2-й год подряд.
Всем приветик! Мы сегодня пришли на ярмарку в Хельсинки. Сзади меня вот главная елка, собор. В прошлом году мы приходили сюда 6 декабря, в День независимости Финляндии. Было очень много людей. Поэтому в этом году мы решили, что мы пойдем не 6 декабря. Выбрали 13 число. А сегодня какой-то праздник Святой Люции, поэтому здесь народу, как в прошлом году, очень много. Не знаю, в следующем году надо идти, наверное, вечером на неделю. Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями об этой ярмарке. Ярмарка добавляет вайба к Рождеству и Новому году. Молодец, говорю, здесь. Toimintaeteen näissä 28.0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle rinnan kolmannelle kohoa myös viimeistä ulkoa 10 on Lady. Perään nousee. Всем приветик! Мы сегодня пришли на скачки. Вот так это все выглядит. Можно наблюдать на улице, можно в помещении. В прошлом году первый раз мы побывали на скачках. Мне уже тогда очень сильно понравилось. И сегодня снова такое мероприятие. Поэтому мы с Севой пришли. Мы уже выбрали лошадку, за которую будем болеть. Это номер 3. Посмотрим, получится у нее или нет. Так, первый круг закончился. Смотрим, кто лидирует. 5-й, потом 6-й, а потом наш 3-й. 3-й пока 3-й. Да. Лошадки приближаются к финишу. 5-й, потом 3-й, потом... Нет, все, пятый. Третий, Ну, второе наш место. второй занял, да. Все равно молодец. Всем приветик! Сегодня 20 декабря, и сегодня мы с вами будем делать тридельники. Вообще этот рецепт я нашла на просторах одной социальной сети, и там было видео, в котором девушка делала эти тридельники. Я подумала, почему бы не повторить. Поэтому сегодня мы будем пробовать рецепт из интернета. Выглядит это, если что, вот так теперь. Вот так. Никто вам только не сказал то, что после тридельника вы будете выглядеть вот так. А чё он развалился? Вкусно?
Всем приветик! Решила записать некоторые итоги года. Это, конечно, не все, потому что в течение года происходило очень много разных событий. И рассказать об этом на память, чтобы просто это у меня осталось. События будут идти не по степени важности, просто вот как я записала их себе в тетради, так я и буду о них рассказывать. И первое, что со мной случилось в этом году, я пошла на танцы. Ой, история такая. Когда я была маленькая, я уже ходила на бальные танцы в течение 3 лет, но потом в какой-то момент я стала расти очень быстро, быстрее, чем мой партнер по танцам. Это привело к тому, что в какой-то момент я стала танцевать одна. Мне это не очень нравилось, поэтому с танцами я закончила. Но где-то глубоко в душе мне все равно очень хотелось танцевать. И в начале 2025 года я решила погуглить, какие есть танцевальные кружки поблизости. Но в основном там предлагали high heels, либо какие-то спортивные танцы. Все это очень сейчас популярно и модно, но я чувствовала, что это просто не мой вайбик. И в начале года я поняла, что для меня самым лучшим решением являются бальные танцы. Я стала искать, какие клубы есть недалеко от дома, где я живу, но их не было. И вот в августе я листала одну социальную сеть, и мне попалась таргетированная реклама, которая рекламировала бальные танцы. Соло-латино для взрослых. Я зашла в сразу посмотрела у них все посты, сторисы, зашла на сайт, все изучила, написала в директе свои вопросы, получала ответы, и после этого поняла, что я хочу заниматься танцами. И вот с сентября я стала ходить на соло-латино. Не описать эмоции, которые я почувствовала после первого занятия. Я не занималась танцами 15 лет, и когда мы стали танцевать вот эти вот давно забытые движения, я просто была в шоке. Я была в шоке, что мой мозг помнит что-то. И я была очень рада, что я снова танцую именно то, что я когда-то очень-очень давно танцевала. После первого занятия я выпорхнула из зала, я шла на остановку, чтобы поехать домой, я летела. Я была на такой эйфории. Мне очень подходит формат, как проходят наши танцы. Это больше похоже на такую профессиональную танцевальную школу. Они обучают как детей, так и взрослых. И это очень похоже на то, как учили меня, стиль преподавания. Поэтому я сразу поняла, что неважно, где эта школа находится, я буду в нее ездить и я буду танцевать. Лучшее решение года, я считаю, это пойти на танцы. Я сняла свои первые занятия, сейчас будет видео приложено. Мне кажется, это нужные фрагменты, чтобы потом посмотреть на себя через несколько месяцев, а может быть и лет, и увидеть свой прогресс. Я специально их сюда сейчас вставлю, чтобы потом восхищаться, как я выросла. Следующее, о чем я бы хотела поговорить, второе, это то, что в этом году я познакомилась в Финляндии с новыми людьми, и мой круг общения очень сильно изменился. Раньше его почти не было, теперь он появился. А мне нравится, что мы можем ходить и на спорт, и в музеи, и друг к другу в гости, там играть в настолки, просто гулять, ходить на какие-то городские мероприятия и все это делать вместе. Я даже, наверное, не мечтала о том, что у меня появится какой-то свой круг общения здесь, в Финляндии, в другой стране, но он появился, и я просто рада, что это все так. С днем рождения тебя! Ура!
Я милашка. Да, красавица дарит. Она даже как будто бы улыбается. Хвостиком. Да, про тебя говорят. Какие реснички, я не могу. Я хочу такие же. Мой третий итог года на день рождения муж подарил мне новую камеру, чтобы я могла развивать свои хобби, чтобы меня было хорошо видно, слышно, и чтобы я делала более качественные видео. Вот этот вот подарок, он очень сильно повлиял на меня, я стала больше разговаривать, я стала меньше стесняться камеры и говорить на камеру, и я рада, что мои воспоминания, они будут сохранены в хорошем качестве. Сейчас я вставлю первые буквально кадры, которые мы снимали на эту камеру, когда еще не понимали, как ей пользоваться. В общем, смотрите. Всем привет! Мы первый раз взяли камеру, чтобы поснимать. Пока что не очень у нас получается, но мы научимся. Сегодня очень тепло. Поэтому мы уже даже в пальто. Ну, как тепло? Конечно, 3 градуса сложно назвать теплом, но мы представили, что на улице тепло, и решили уже выпендриться и надеть вот эти прекрасные пальто. У Севы, кстати, новое пальто. Здесь могла бы быть ваша реклама. Пальто купили в Заре. Очень хорошее, Мне нравится. оверсайз. Всем привет! Сегодня гуляем по солнечному Хельсинки. Видеоблогеры из нас, конечно, такие, начальные. В этом году исполнилась моя большая мечта. Я побывала в Париже. Я до сих пор вспоминаю эту поездку, хотя уже прошло 5 месяцев, 4 месяца. Я, как девочка из Петрозаводска, никогда не думала, что я окажусь в Париже. Я благодарна, что у меня просто вот выпал шанс такой в жизни, что я смогла посетить Париж. Мы с Севой кошатники, и у нас никогда не было собаки. И в этом году наши друзья оставили нам на выходные собачку, которую зовут Аляска. Для нас это был вообще совершенно новый опыт, но мне кажется, мы хорошо справились. Теперь Аляска нас узнает, когда нас видит. Она нас любит, как мне кажется, и мы ее тоже. Всем привет! На этих выходных наши друзья уехали в Германию и оставили нам свою собачку на 2 дня. Поэтому мы находимся в няньках с Севой. Это у нас такой первый опыт. У нас не было до этого собак. Мы больше по кошечкам. И вот сегодня первый раз мы с Аляской пошли гулять. Аляске очень нравятся всякие мусорки. Видимо, там очень много запахов. Это Сева с Аляской. Когда мы гуляем с Аляской, то мы по очереди с Севой держим ошейник, потому что каждому из нас хочется поводить собачку. Для нас это такая развлекаловка. На самом деле Аляска оказалась очень такой воспитанной собачкой. Она понимает, что мы ей говорим, как будто бы. Она не хулиганила, например, ночью. Я ей постелила коврик в спальне, чтобы она спала на нем. Она сразу поняла, что этот коврик для нее. Когда мы ехали в электричке, она тоже просто вот зашла, сразу поняла, что мы сейчас куда-то поедем, и лежала спокойненько, ждала остановки. Потом мы ей сказали: Аляска, пойдем, и она пошла. Еще она очень любопытная собака. Ей интересно абсолютно все. Вот мы только что гуляли, и там были лебеди. Она вообще не побоялась огромного лебедя, на него стала накидываться. Лебедь этот стал шипеть на нее. Все были в шоке. Мы шли, гуляли с Аляской. И она, видимо, поняла, что мы идем по какому-то знакомому ей маршруту, и стала вести нас вправо, хотя мы хотели идти влево. И мы поняли, что она нас ведет на свою площадку, на которой она обычно гуляет. И она, такая умная собачка, нас довела до этого места, хотя мы сами не знали, где находится эта площадка для собак. И она нас привела и говорит, типа, давайте здесь гулять. Вот теперь гуляет. Мы ее отпустили. У нас тут собачьи площадки. Они со всех сторон огорожены забором, поэтому собачек можно отпускать, и они вот сами по себе здесь начинают бегать. Тут рядом еще находятся электрички, и эти поезда очень ее интересуют. Вот тут остановился поезд.
И Аляска наблюдает. Это, наверное, как ребенок смотрит на трактор, также Аляска смотрит на поезда. Ну и, конечно, нельзя упомянуть мою адаптацию в Финляндии. В этом году случился год, как я переехала из Санкт-Петербурга в Финляндию. И уже мне не так страшно ходить в общественные места, в магазины. Я чувствую себя более уверенной. В голове много мыслей. Я больше привыкла к своей новой жизни в этом году, скажем так. В этом году Сева сдал на права, и у нас появилась первая новая машина. Еще в этом году удалось посетить стендап Андрея Айрапетова. Это, наверное, на данный момент один из тех комиков, которых я смотрю и которые мне нравятся, чей юмор мне нравится. И, к моему большому удивлению, он приезжал в Хельсинки, поэтому мы сразу же купили билеты. Ну и последний мой итог года состоит в том, что у меня получилось приезжать домой на какие-то самые важные события, которые происходили в течение года. Например, это на юбилей бабушки, на окончание начальной школы моего брата, а также переход его в новую школу на 1 сентября. Юбилей папы, юбилей мамы. И я рада, что вот эти вот важные события я смогла отметить со своей семьей. Если говорить в общем и целом о моем годе, он был хороший. Я благодарна 2025 году за то, какой он был, чему он меня научил. И буду ждать с нетерпением 2026. Кстати, мне попадаются постоянно видео, в которых говорится, что для рыб 2026 год будет каким-то мега удачным, мы какое-то облегчение почувствуем. Так что я надеюсь, что мне очень полегчает.